Ребятки, hello, как говорится, приветствуем вас в необычном Амстердаме. Сегодня посмотрим по-настоящему интересное. Мы показывали вам несколько капсульных отелей. Отель Nine Hours в Японии. Неплохой такой капсульный отельчик, но, честно говоря, было там немножко душновато и тесновато. И капсула все-таки на одного. Второй капсульный отель тоже в Японии. Отличный матрас, можно поместиться вдвоем, но вот эта шторка там дурацкая, все-таки не шумоизоляция, ничего такого нет. Был еще капсульный отель в Швейцарии, но, честно говоря, просто такая пластиковая коробка, даже там толком не встать, не сесть и, сами понимаете. Сегодня посмотрим с вами City Hub Амстердам. Это, по мнению многих независимых обзорщиков, ютуберов, путешественников, капсульный отель номер 1 в мире. Но перед тем, как мы пойдем посмотрим капсульный отель, давайте-ка посмотрим вот сюда. Велолюбители, а также те, кто хоть иногда путешествует и могут себе сейчас это позволить, уже догадались, что это, кажется, то самое место. Все верно, это один из самых необычных гаражей в мире. Подводный велосипедный гараж на 2 этажа в Амстердаме. Вот несколько фоток, будьте добры. Огромная проблема с парковкой велосипедов, не говоря уже о том, что люди ездят вот на таких вот довольно дешевых велосипедах. И велосипедов очень много, это действительно такая целая инфраструктура. И вот здесь вот была огромная загрузка велосипедная. Ее решили как-то вот эту проблему решить. Построили подводный гараж. Давайте зайдем посмотрим. Вон там эскалатор, прогуляемся. Один из редких эскалаторов, где можно официально спуститься на велосипеде. Обычно же там коляски нельзя, велики нельзя, а здесь специально для велосипедов. Мы уже на уровне воды, вот вода. Там вот корабли ходят туда-сюда. Мы спускаемся под воду. Ой, ё-моё, нифига себе гараж. Ого! Вот, ребятки, понимаете теперь масштаб? Количество велосипедов, которые они разместили на этой подводной парковке. Велики, велики, велики. Горит красный, вот оранжевый. То есть мест нет. И это только одна парковка у ЖД вокзала. Вообще великов по городу вот десятки тысяч стоят. А, так это еще и первый этаж, а есть еще второй этаж. Чего тут только нет, каких только велосипедов не встретишь. Кстати, вот несколько интересных фактов, чтобы вы понимали вообще масштаб всей этой истории про велосипеды в Амстердаме. В 2019 году, это 4 года назад, в городе насчитывалось более 880 тысяч велосипедов, а жителей при этом в городе 869 тысяч. То есть в Амстердаме больше велосипедов, чем живет людей. Соответственно, строятся вот такие вот необычные вещи. Сделано классно. Причем первые сутки парковки бесплатно. То есть вот человек зашел, запарковал, ушел. По карточке, нужно карточку просто получить, а каждый следующий день стоит 1,35 евро. Да, ребятки, вот такая вот тема. Многие сюда заходят, охрана, кстати, очень такая вежливая. Thank you! Даже вот мастерская есть. Можно колесо починить или какой-то любой другой ремонт сделать. Вон там куча инструментов и мастер сидит. То есть приехали, вдруг у вас над великом что случилось, оставили, ушли на работу, мастер вам там его починит. Пришли, велик уже готовый. Так, но тема этого обзора все-таки капсульный отель. Нужно вызвать такси. В Амстердаме есть офигенная штука, мы даже шортс на эту тему записали, электротакси. Всего на 1 евро дороже. И весь цвет электромобилей приезжает за всего 1 евро сверху к основному тарифу, самому дешевому тарифу. О, к нам едет Volkswagen ID3. О, ребятушки, мечтали прокатиться на новом Фольце. Вот такой красавчик за 11 евро. Прикольно. Приехали. 11 евро нам обошлась поездка, около 20 минут. Это самое дешевое, что было в Убере. Ближе к делу. Отель. Где наш отель? Оно, справа. Обратили внимание, да, что место такое интересное, с историей. Анастасия, здрасте. Так, мы прям сразу так сходу. Приятно познакомиться. Приятно познакомиться. Может сразу вопрос, а вы здесь чем занимаетесь? Как Маркетинг, коммуникация. Я не знаю, как вы по-русски вы это скажете. Ну, ребятушка, это сейчас отдельная история. Сейчас мы давайте по порядку заселимся, а потом Извините, с Анастасией... что я так сразу. Все хорошо. С Анастасией тоже поговорим. Ребятушки, давайте по порядку. Ну, честно говоря, мы хотели как бы сами все сделать в обычном порядке, как мы это обычно делаем. То есть сами забронировали, приехали, никому ничего не сказали, но вот ребятушки, наши подписчики прознали, что мы приедем. Но здесь все будем делать вот в обычном порядке, как обычные постояльцы отеля. Continue. Scan.
Смотрите, можно настроить настроение вашего хаба. То есть вы туда придете, там уже будет, ну, естественно, вот это, ребятушки. Так. Хаб номер 10. Finish check-in. Вот у нас есть браслетик. Им открывается хаб и открывается входная дверь ночью. Ребятушки, вот еще один русскоязычный человек. Вы здесь работаете? Да. Я только начала, я здесь интерн. Прохожу интернатуру. У меня только 2 дня рабочих как хост, а остальные у меня в офисе. Тяжело ли устроиться вот в популярное заведение? На самом деле в такое заведение не тяжело. Они, наоборот, очень открыты для интернационального персонала. Так. Вот, и они берут людей из разных стран. Но в некоторых заведениях сложнее, потому что они могут требовать, чтобы вы были голландцем. А вы откуда, если не секрет? Я из Украины. О, и как? Ну как вот в целом вообще обстановка? Я здесь уже давно. Доброжелательная? Да. Да. Я здесь уже очень давно, Ага. я 3 года живу в Нидерландах. Ну, мне здесь очень нравится, то есть люди очень приветливые, иногда даже пугают, потому что они вам улыбаются, везде говорят спасибо, особенно в супермаркетах. Пока что как бы у меня интернатура, это я организовала через университет, но потом может быть сложнее, потому что не все берут организации. Давайте ответим, вдруг что-то важно. Очень клево, кстати, расположение у Сити Хаба. Вот это самый-самый центр, вот центром, это вот самые вот каналы все, а это Сити Хаб. То есть на самом деле вот отсюда до сюда пешком, вот прям до сюда минут 10-15. Red Light District. Oh, she's got cool hair. Yeah, she does. Hello. Hi. Вот такой вопрос. Приезжают, допустим, британцы. Мы сейчас видели британских студентов на вокзале. А как известно, британский английский это вот что-то вот... Переспрашивать много раз. Но поначалу будет стыдно, типа, потому что вы можете не уловить, что-то не понять. А мне лично иногда тяжело улавливать британский акцент, особенно если это ирландский акцент, это еще хуже. Tomorrow. Tomorrow. It's tomorrow. No, it's tomorrow. Я просто переспрашиваю, как только что я не поняла, откуда человек звонит. Но это был голландец, у него был голландский акцент. Ну вот комфортно, как психологически, когда вот часто приходится, возможно, там, ну так получилось, несколько раз подряд переспрашивать. Комфортно? Да? Нормально. Вас не отвлекаем. Ладно, еще подойдем с удовольствием. Спасибо большое. Да. Так, ребятушки. Посмотрите, сколько здесь места. Ну, конечно, не сравнится с Nine Hours и Millennials, потому что у них формат был другой, но тем не менее. Это капсула. Это 2 капсулы. Они все буквой Г. Это верхняя, а это нижняя. И, как обычно, есть хорошие капсулы, а есть, ну, как бы тут все клевые, ну, так сказать, по расположению, да? Вот вход. Соответственно, капсула номер 1 и капсула номер 2. Какая бы ни была шумоизоляция, я думаю, будет слышно. А есть капсулы самые-самые дальние, хабы, вернее, будем называть их хабы. Там тишина, скорее всего, будет максимальная. Итак, мы только что приехали. Браслетик. Вот моя, кстати, капсула уже светится всеми огнями цветомузыки, потому что я так ее настроил. Такое настроение выбрал. Итак, берем чемодан. Nine Hours, помните? Был склад внизу. Millennials. Только все это на полу делается. А здесь берем чемодан, кладем сюда, открываем, и ваши вещи все вот здесь вот. 2 пижамки повесили вот такие вот. Полочка сверху, полочка вот здесь вот. Полотенчики. 1, 2, 3, 4. Блин, смотрите, какая лежанка огромная. Динамик есть. Динамик? А зачем динамик? А, и самое интересное. Погодите-ка. Lights. Работает. Клево. Больше настроек никаких нет, в отличие от Millennials, где еще управлялась кровать. Ну, там была кровать механизированная, а здесь кровать вот такая вот. Давайте посмотрим теперь верхнюю капсулу. Клево. А здесь полочки, это еще и лестницы. Вот есть нюанс, да? Вот, видите, сколько нюансов. Здесь чемодан не откроется в верхней капсуле, потому что это лестница, а у меня открыть можно, но зато капсула снизу. Зато здесь у вас верхняя полочка. И, ребятушки, у нас есть уникальная возможность поговорить с представителем компании, русскоязычной девушкой Анастасией. Пойдем поговорим, а дальше будем тестить капсулу. Пойдем. Девчонки, поехали на грузовой машине.
Ну, это какой-то рынок, чего тут? Овощи, фрукты продают? Овощи, фрукты, бутерброды, селедка, сыр, все, что хотите. Селедка? Да, голландская селедка. Ладно, ближе к делу. Как вы тут оказались? В Сити-хабе или вообще в Амстердаме? В в Амстердаме. Голландии? Начнем с самого интересного. Ну, я оказалась тут 5 лет назад, больше 5 лет назад. Я приехала учиться маркетинг, цифровые коммуникации. Ага. Вот. И я думала, что я приеду, отучусь год, вернусь обратно в Москву, и спустя 5 лет я все еще здесь. Вы сами с Москвы? Да. И родились там же? Родилась в Волгограде. Ну, как удалось устроиться? Как официально? Квартира, не квартира? Вот эти все нюансы. Очень вкратце. Ну, если очень вкратце, то это был долгий путь. Здесь вообще проще найти работу, чем жилье, мне кажется. Серьезно? Да. Если хочешь найти работу, ты можешь найти, в принципе, любую работу. Ты можешь работать в ритейле, ты можешь работать официантом временно, да, ну, то есть какое-то время. Так. Чтобы найти жилье, иногда приходится затратить гораздо больше сил и времени, чем на поиск работы. Мы слышали вот эти истории, что люди в очереди стоят даже с деньгами, но не могут Да, в квартиру снять. очереди стоят с деньгами. Почему? Страна маленькая. И я извиняюсь. Так, все внимание. Что вот это вот такое? Мы постоянно видим здесь. Причем женщина такая, ну, хорошо одетая там сидит. Да. Не сказать, что она там экономит. Ну, знаете, каждому свое, видимо, просто. Вот. То есть, если ты состоятельный человек здесь, но ездишь на такой машине, это как вот? Да, окей? это нормально. Но у дорогих машин мы тут, кстати, вообще почти не но видели. это не принято. Как бы у них есть такой жизненный принцип, что ли, как не выделяйся из толпы. А куда люди деньги тратят? На путешествия. Это интересная идея. Про квартиру мы говорили. Да, про квартиру. В чем проблема? Ну вот дома стоят, что я принес $5000 условно, да, за аренду. Неужели не найдется человек, который мне сдаст квартиру за столько? Очень много экспатов здесь. Все говорят на английском. Очень много студентов. Вот. И поэтому, спрос гораздо выше, чем предложение. Так, теперь о минусах. Есть минусы какие-то очевидные? Отсутствие спонтанности в голландцах Так. и такое чрезмерное планирование. С голландцами чаще всего получается так, что ты хочешь с кем-то куда-то пойти, а тебе говорят: сейчас я проверю свой календарь и найду свободное местечко. Может быть, через 2 недели, а может быть и через 3, а может быть и не найду. Ну, дальнейшие какие планы? Есть ли какие-то вот? Пока что здесь все нравится, все очень непредсказуемо. Буду продолжать там же, где я сейчас. А дальше посмотрим. А если вот человек захочет, у него есть бюджет, чтобы и желание открыть сити-хаб, скажем, в Ташкенте или в Астане, вот где-нибудь, есть какой-то вариант? Поговорите с основателями отеля, может быть. Понятно. И еще вопрос, кстати, ближе, так сказать, к насущным проблемам. А прачечные у вас есть? В отеле нет, но обязательно где-то в районе в шаговой доступности будет прачечная, куда Сити-хост вас направит. Еще раз спасибо. Мы пойдем искать прачечную. Конечно. Так, пойдем дальше. Так, ребяшки, время прачечной. Мы еще не показали вам туалет. Давайте сейчас прям покажем. Так, это женский. Во. Чистенько, прикольно. Все прям аккуратно, опрятно. О, нормальный душик. Вещи повесить, вещи поставить, чтобы ничего не промокло. Хороший хостельно-капсульный душ. Вот то же самое. И есть у нас еще отдельный туалет. Ребяшки, извините, но туалет тоже приличный. Все прачечные закрываются в 6 вечера. Время 5:47. Нашел одну в соседнем квартале, которая работает до 10. Одна. Все остальное, все закрыто. Европа. Велик бы сейчас пригодился. На велике вы прям быстро доехали. Буквально все свободные места, все заняты велосипедами. Не машинами, а велосипедами. Вон, в 3 ряда просто валяются, в 3 слоя, в смысле. Раз, два, еще сверху накидывают. И вон еще, и еще, и вон еще. И вон там еще, и вон еще стоят. Ежегодно в Амстердаме воруется, да, такое тоже бывает, от 80 до 120 тысяч велосипедов каждый год. В Амстердаме более 100 километров каналов, 90 островов и 1500 мостов.
И еще один интересный факт, вот прям самый интересный. 177 национальностей живет в Амстердаме. 177. То есть тут говорят просто на всех языках. О, прикольный магазик. Магазин табличек и номеров, и наклеек. О, там всякие таблички продаются разные. С магазинов вон всяких. Надо будет зайти. А ну, заходим. Да, ребятки, прачечная, общественная, даже европейская, это не то место, где вы хотите проводить свой вечер четверга. Думали, какая-нибудь клевая будет, современная, а так себя. Теперь вот час что-то надо делать, подождать. Так, вот наш вождь-практик. Народ все сидит. Четко, ребятки, четко. Осталась 1 минута. Пощель. 15 минут, какая-то мега-сушилка. 6 евро стирка, 1,5 евро сушка, также евро за порошок. Порошка насыпали, видели, да, реально килограмм. Но еще важный момент, что вещей можно было постирать раза в 3 больше, а посушить раз в 6 больше. Ну, у меня столько не было, поэтому день, ночь, утро, велики нон-стоп ездят туда-сюда. Кстати, водички же надо купить. Вот магазинчик. Вот такая вот еда есть. Что это такое? Котлеты какие-то? А ризотто. Ризотто стоит 7,49. Вот, рыбка готовая с картохой и салатом. 7,99. Хо-хо-хо-хо, смузи. Хо-хо. Евро 69. Вообще отличная цена. 29 центов за воду. 49. 1,5 литра. Смотри, какая крышка дрещевая. Уже открыта. Кто-то попил и ушел. Бананчики. Почем? Евро 49 бананы. Ох, классные бананы, кстати. Тюльпаны. Молодые. Сколько стоит? 2,79. В Амстердаме в любое время года есть тюльпаны. Так, все, в отель. Абсолютная тишина. И так все выглядит клево. У всех разными цветами светится. У кого-то желтый, у кого-то зеленый. Вот. Тихо и темно. То, что нужно. Нифига тут иллюминация. Ну, вот, ребятушки, фактически, да. Сейчас. Ой, вообще им надо премию дать за этот замок. Это красота. То есть в ночи вот хлопают двери в отелях, а тут прям классно. Короче, это как маленький отель-номер. Идеальное сочетание капсульного отеля и удобства обычного номера, когда можно встать нормально, и когда можно вещи свои. Вот я пришел, рюкзак, чемодан, пакет вот наш вот этот вот. Тут место есть. Даже вдвоем тут как-то можно спокойно размещаться и что-то делать. Сидеть можно, уже высота большая. Стоять тоже можно. Но, повторюсь, как мне показалось, вот номер, который снизу, вот этот вот, да, нижний, он удобнее, потому что вместо лестницы здесь все пространство для хранения. Диско. А также Sunset. А вот нормальный вариант. Ну, ребятки, пару очевидных вещей в туалете есть. Тут поговорим. Любой выход по делу, ну, ночью надо встать, сходить. Это вот целая как бы процедура. Но хостел, капсульный отель, как всегда, оделись, встали, вышли, пошли. Это нам не свой номер, где свой там туалет, душ, все рядом под боком.
Что происходит? Сосед. Сосед заехал. О, блин. Не, нафиг надо. Давайте-ка спать. Ну, капсульный отель. Блин, ну и свет. Как это включить? Сейчас, секунду. Заехали какие-то британцы. В принципе, еще не поздно. 21:19, но в Москве это 23:19. И многие тут из других стран. Ну и заехали компашкой. И давай гудят уже минут 20. Вот здесь в коридоре. Все-таки капсульный отель – это капсульный отель. Но в некоторых каждый шорох слышно, а в некоторых, как вот в этом, неплохо. То есть шумоизоляция хорошая. Но гудеж британцев ничто не остановит. Вот вещички висят, все как надо. После стирки досыхает. Во. Ну а в капсуле в этой маленькой что куда повесишь? Никуда. Успокоились вроде. Все. Ребятушки, пора спать. Пойдемте. О, ребятушки. Спалось. Во. Сто процентов сон в капсульном отеле, в хостеле. Это вообще нонсенс какой-то. Такого еще не было. Подушечка удобная, матрас мягкий, кровать широченная. Вот. Весь став лежит, вообще никак не помешал. Она широкая, вот отсюда вот до сюда. Лежи где хочешь. Ладно, пойду умываться. Как известно, ранние пташки самый чистый душ. Ну, пока никого нет, душ чистый, надо идти умываться. Чистая раковина, чистый душ. Первое правило в хостеле. Уже не чисто. Куча каких-то волос. Пришел человек, взял свой крем, навел марафет. Да, еще. Да, это. Включил утренний режим. Что забыл сказать? В капсуле очень свежо. Где-то откуда-то дует. Так вот же сверху. Вон там. Приятно, прохладно. Вот идеально прохладно и свежо. Это прям в хостелах, в капсульных отелях редкость. Время умываться. Полностью умываться. Я пошел. Красота. О, даже есть место, чтобы рюкзак надеть. Где еще такое сделаешь в капсульном отеле? Ребяточка, hello, как говорится. И еще один приятный момент по поводу Сити-хаба, что чекаут в 12 часов. А во многих капсульных отелях это обычно 10, а то и 9, как было в 9 Hours. Доброе утро. 9 утра по местному, а в 10 уже надо сделать чекаут. Так, пойдем? Жалко, не сходили на тусовочку. Вчера была тусовочка вечером, но мы как старперы легли спать в 10 по местному. И, кстати, вот стоит сказать, это самый первый Сити-хаб. И зона общая, довольно небольшая. А вот в Копенгагене, который открылся недавно, там гораздо больше зона. И можно здесь проводить время, работать, использовать как коворкинг или там вечером просто потусоваться. И еще очень круто, что
эта зона отделена от той, то есть шум вообще никак не доходит. То есть люди вчера тут сидели, тусовались, музыка играла, там была полная тишина. Так, а что, мы все. Вы снова на посту? Как настоящий бармен протираете бокалы. Да. Настоящий бармен всегда должен что-то делать, протирать бокалы. Да? А вам много сдают сырых браслетов после умывания? Да. Мой сырой. Ничего страшного, мы их Да? стираем каждый раз. Серьезно? А там же чип. Все нормально? Да, Ничего? можно стирать. Прикольно. Так, наши действия. Что делать? Давайте покажу. Check-out. Ага, scan your wristband. Так. То есть, в принципе, все можно делать самому. Как бы людей Да, не звать. Да, как раз для людей, которые, может, не любят разговаривать или Есть такие. стесняются. Да. Check-out. Оплачено. Все, что ли, Всё. можно идти, Вот и так браслетик такой быстрый вот сюда. браслетик Вот сюда. Вот сюда. В стирку. Понятно. Стирку. Огромное спасибо. Спасибо вам. Приятно познакомиться. Да, приятно. Удачи вам на новом месте. И thank you so much. Yeah, thank you. Удачи Мы вам. поехали на провоз. Давайте. Да, Я все. буду. Пока-пока еще раз. Пока. Счастливо. Ох, ребятки, Амстердам. Короче говоря, сколько нам все это стоило? Теперь самое интересное. Тут все не так однозначно, потому что минимальная стоимость, если бронировать чуть-чуть, так сказать, наперед, 97 евро. Вроде бы неплохо, да, 97 евро. Ну, смотря с чем сравнивать, мы все-таки в Амстердаме, почти в центре города. Но, тем не менее, стандартная цена, если вот типа через 3-5 дней, если вы собираетесь, да, сюда поехать, 120-130 евро. Бывает даже чуть больше, когда вот самый пик. Важный момент – это расположение сити-хаба. Он находится в центре города. Если вы тут на день-два или вдруг пересадка у вас какая-то, можно вот сюда приехать и все в пешей доступности. Это офигенно важный момент, потому что можно найти за эти деньги полноценный отель с туалетом и душем прямо у вас в номере, но это будет чуть-чуть подальше. Короче говоря, по многим отзывам, независимым, на YouTube, видео разные, не только в TripAdvisor, вот эти вот все, да, сайты, а вот конкретно люди приезжали, конкретно люди смотрели, капсульный отель номер 1 в мире. И нам, честно говоря, показалось тоже, потому что можно встать в полный рост, места полно, есть куда положить чемоданы, можно вдвоем, душевые чистые, туалеты чистые, капсульному отелю 8 лет, а выглядит как новый. А вот новый в Копенгагене так еще круче. Но, ребятки, с удовольствием почитаем ваши комментарии. Если вдруг вы видели где-то что-то интереснее, и вам, так сказать, показалось, что есть еще что-то лучше, с удовольствием съездим и посмотрим. Ждем ваш комментарий. Привет из Амстердама. Интересный городок. Увидимся. Пока.